Первый ряд. В кольцо амигуруми провязываем 4 воздушные петли. Дальше вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, и так 11 раз. Закрываем ряд соединительным столбиком. И сразу провязываем соединительный столбик вот сюда, между петельками. Дальше второй ряд. Вяжем 3 воздушные петли. И сюда же вяжем столбик с накидом. Дальше провязываем воздушная петля, 2 столбика с накидом в каждый вот этот пропуск. Воздушная петля и опять 2 столбика с накидом. И так до конца ряда. В конце второго ряда делаем соединительный столбик. Теперь нам нужно добраться до вот этой дырочки. Поэтому мы делаем один соединительный столбик. И вот сюда соединительный столбик. Мы переместились. Третий ряд. 3 воздушные петли. И сюда же 2 столбика с накидом. Дальше провязываем 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Опять 2 воздушные петли и опять вяжем 3 столбика с накидом. В конце третьего ряда мы опять делаем соединительный столбик. Вот такой у нас круг получается. Дальше нам нужно передвинуться вот сюда. Поэтому делаем 1, 2, 3 соединительных столбика. 3 воздушные петли. Это у нас уже 4-й ряд. И сюда же вяжем еще 3 столбика с накидом. Две воздушные петли, 4 столбика с накидом,
2 воздушные петли, 4 столбика с накидом. И дальше так и вяжем 2 воздушные петли и 4 столбика с накидом до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Пятый ряд. 3 воздушные петли, столбик с накидом в соседнюю, вот в соседнее, там где было 2 воздушные петли. Вяжем столбик с накидом. Затем делаем 3 воздушные петли, соединительный столбик, столбик с накидом, три воздушные петли, соединяем, столбик с накидом, три воздушные петли, соединяем, столбик с накидом, три воздушные петли, соединяем. Это у нас получается вот 4 столбика с накидом, и еще один столбик с накидом, и здесь мы уже вот эти вот ребрышки не делаем, зубчики, и дальше вяжем в соседнюю столбик с накидом, 3 воздушные петли и соединяем. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, соединяем. И так вяжем дальше. Три воздушные петли, соединяем, и сейчас у нас будет 5-й столбик с накидом, на котором мы зубчики не делаем. Вот он. И переходим к следующему. То есть получается в каждом сегменте у нас 4 зубчика, 4 зубчика и 5 столбиков с накидом. Продолжайте самостоятельно. 5-й ряд довязываем последний вот этот сегмент. Мы довязываем вот 4 столбика с накидом
И потом соединяем с первым соединительным столбиком. Вот так. У нас с вами получается такая салфеточка. Теперь будем вязать висячие такие вот эти спиральки. То есть можно сделать просто шнурочки, внизу повесить бусинку и будет красиво. И можно сделать спиральки. Я делаю спиральки. Набираю 45-46 воздушных петель. Теперь в каждую петельку, начиная со второй петельки от крючка, мы провязываем по 2 столбика без накида. В каждую по цепочке 2 столбика без накида. Так мы провязали 25 столбиков, и дальше 20 столбиков мы вяжем соединительными столбиками. Вот такая висюлька у нас получилась. А теперь продолжаем дальше. Провязываем дальше 45 воздушных петель. И теперь провязываем точно так же 25 столбиков двойных, то есть во вторую петлю мы провязываем, грубо говоря, прибавку столбиками, и так в каждую петелечку. И так 25 раз. Опять же, вы можете регулировать величину вот этой вот спиральки. Можете сделать ее больше, можете сделать меньше, можете длину увеличивать. То есть тут уже как понравится. И так продолжаем делать. Вторую висюльку мы делаем точно так же, только набираем не 45, а 50 или 55, чтобы она была чуть-чуть подлиннее. 55, наверное. Я думаю, вы с этим прекрасно справитесь, поэтому продолжайте самостоятельно.
Вот такие висюлечки получились. Очень славные. Начинаем вязать перемычку. Набираем 15 воздушных петель. Дальше во вторую петлю вяжем 14 столбиков без накида по цепочке. Дальше вяжем воздушная петля, разворот и вяжем 14 столбиков без накида. Все, заканчиваем. Обрезаем ниточку для пришивания. Вот такая перемычка. Теперь пришиваем. Вот здесь сшиваем. Вот такой милый бантик у нас получился. Его можно пришить как на резиночку, так и на заколочку. И плюс можно, конечно, украсить платье, задекорировать все что угодно. Очень красиво и нежно.